Стая волков окружила одинокого олененка, намереваясь легко поймать свою добычу. Они затаили дыхание, ожидая момента, когда их жертва окажется совсем беззащитной и уязвимой. Но вы только посмотрите, кто появился на сцене, чтобы ему помочь. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим наш рассказ, пожалуйста, напишите в комментариях, где вы сейчас находитесь. Нам очень интересно узнать, из какого вы города или страны. Надеемся, вам понравится наше видео, и вы останетесь с нами до конца. Желаем приятного и увлекательного просмотра. Северное солнце медленно пробивалось сквозь густую крону хвойных деревьев, разворачивая мягкое теплое золото по великой необъятной тайге. Влажный воздух наполнялся ароматами свежей смолы и прелых опавших листьев, создавая ощущение, будто сама природа дышит в унисон с каждым нашим шагом, каждое движение и звуком. Между мохнатыми высокими стволами берез и сосен мелькали силуэты благородных оленей, величественного, спокойного и грациозного стада. Среди них, под защитой могучих взрослых оленей, грациозными движениями шевелился маленький олененок по имени Гром. Он только недавно научился уверенно держаться на ногах и, несмотря на свои пару месяцев, уже восхищал всех своей любознательностью и стремлением познавать окружающий мир. Олени движались по своему привычному маршруту, от одного лесного ручья к другому, осторожно и тихо пробираясь через заросли, густой кустарник и мохнатую траву. Они были очень внимательны и осторожны, прислушивались к каждому потрескиванию ветки, шелесту листьев или щебету птиц, улавливая малейшие запахи и признаки опасности. Вел все стадо мудрый олень Велес, вожак, который пережил много суровых испытаний, обладал суровым взглядом и гордым, величавым станом. Его огромные рога были словно дуб, выросший из силы, мудрости и богатого опыта. Он шел уверенно, с ощущением глубокой ответственности за каждого члена семьи, за матерей, за маленьких детенышей и старых особей. Его поступь излучала спокойствие и уверенность, внушая доверие всей группе. Рядом с Громом шла его мать, Лада, молодая и очень заботливая ольховая хозяйка стада. Хотя она казалась еще очень молодой, в ее глазах уже читалась мудрость и опыт. Время от времени она гладила сына своей мордочкой, словно напоминая: «Я рядом, я всегда буду рядом». Но любопытство олененка было сильнее всякой осторожности или страха. Пока взрослые сосредоточенно искали корешки, ягоды и другие лакомства, Гром обратил внимание на яркую стрекозу, порхающую в солнечном свете, в лучах горячего летнего солнца, и не смог удержаться. Побежал за ней. Сначала он отошел совсем немного и вскоре начал увлекаться, теряя из виду стадо, отходя все дальше от своей семьи. Но ему было не страшно. Лес казался наполненным чудесами. Пение дроздов, стук дятла по дереву, шелест листвы, вспорхнувшие глухари. Все оживляло этот волшебный мир. Гром играл, крутил веточку, срывал траву и разбрасывал ее копытцами. Подпрыгивал, пугая кузнечиков и наслаждаясь каждым мгновением. Он веселился, как может только ребенок, не боясь ничего, не понимая, что рядом таится смертельная опасность. Тем временем в стаде начало нарастать тревожное и беспокойное настроение. Лада подняла голову, настороженно огляделась вокруг, прислушиваясь к звукам леса, и тревожно позвала сына протяжным теплым звуком. Ответа не последовало. Она позвала еще раз, более настойчиво и громко. Тревога захлестнула ее сердце. Другие олени тоже начали нервничать, чувствовать опасность. Велес шагнул вперед, прижал уши к голове и вскинул их, улавливая запахи и признаваясь в опасности. В воздухе повисла напряженная тишина. Его глаза сверкнули жестким светом. Он чувствовал неладное и был готов вести свою семью в сторону защиты или опасности, если потребуется. А Гром вдруг оказался в незнакомой части леса, где деревья поредели, ветви раздвинулись,
а трава выросла выше. Звуки леса стихли, даже птицы умолкли, словно все затаило дыхание. Олененок остановился, настороженно поднял голову, прислушиваясь. Его внутренние инстинкты говорили ему, что нужно быть очень осторожным, и вдруг он заметил какое-то движение. Из-за кустарника начали эматкоте. Тюко також от хищники, волки, серые и опасные хозяева леса. Их было 8 взрослых особей, движущихся рывками, сбивающихся в хаотичный круг, то приближаясь, то отскакивая, словно игра их охотничьих инстинктов. Их яркие желтые глаза сверкали в темноте, а пасти оскалились в жуткой ухмылке, предвкушая легкую добычу. Гром замер, сердце его бешено колотилось от страха, но он не потерял самообладание, не стал бежать или паниковать. В памяти у него всплыли сцены, где взрослые олени вставали на защиту друг друга, угрожающе топали копытами, резко фыркали и показывали свою силу и непреклонность. Он попытался сделать то же самое. Он поднял голову, вытянул шею, громко фыркнул и топнул копытцем, чтобы отпугнуть врагов. Его тонкие ножки тряслись, но он продолжал махать ими, надеясь отпугнуть опасных хищников. Первая волчица приблизилась, пригибаясь к земле, собираясь атаковать. Она бросилась вперед, но в этот момент гром резко топнул сильнее, поднял облако сухой пыли и пронзительно взвизгнул. Волчица остановилась. Обычно малыши не сопротивляются, но этот малыш решил поступить иначе. Тем временем Лада мчалась через лес со страшным зовом сына в сердце. Ее тревожный крик перекрывал все звуки и шумы. Каждый ее прыжок и движение звучали, как удар сердца. Земля под копытами дрожала, словно в ритме паники. За ней молча и настороженно двигалась вся семья. Стадо. А впереди Велес, внушительный и сильный, с тяжелыми рогами, которые раздвигали ветки и создавали шум, похожий на гул грозы. Он чувствовал, что судьба его семьи решается именно сейчас. Волки начали приближаться все плотнее, угрожая захватить и съесть. Один из них бросился вперед и отцарапал бок грома когтями, отчего тот взвизгнул, пронзительно и отчаянно. Он сделал шаг назад, охваченный страхом, но тут же собрал волю в кулак, выпрямился и снова фыркнул, пытаясь отпугнуть врагов. Его тонкие ноги дрожали, но он продолжал махать ими. Хищник, раненый и напуганный, отступил. Этот громкий крик услышала Лада. Зов своего сыночка, который было невозможно спутать. Она ответила мощным и очень пронзительным ревом. Она неслась так быстро, что казалось, будто сам лес расступается перед ее мощной силой. Вскоре она ворвалась в круг волков со злобой и яростью. С рыком она бросилась так, что враги вздрогнули. Волки отступили, напуганные гневом матери, но не сбежали. Они кружили и искали слабые места, издавая нервный вой и вопли. Велес занял позицию чуть в центре, поднявшись на небольшой холм, чтобы лучше видеть. Его широкая и сильная фигура возвышалась над стаей, словно защита. Он громко фыркнул, издавая звуки, предупреждающие врагов. Гром прижался к боку матери, дрожа и трясясь, но не сдаваясь. Он уже хорошо понимал, что значит бороться за свою жизнь и свою семью. И вдруг раздался новый громкий звук — гул моторов. Навстречу движущихся машин подъехали лесные люди, лесники. Они осторожно остановились и вышли из своих джипов. Почувствовав присутствие людей, волки мгновенно растворились в лесной чаще. Люди в выцветшей форме, знавшие лес и его опасности, понимали: с оленями рядом нельзя делать резких или внезапных движений. Моторы машин замолчали. Один из лесников, опытный охотник и ветеринар Андрей, взял рацию, коротко связался с базой и медленно вышел навстречу. Его лицо было спокойным и уверенным. Он не впервые сталкивался с подобными ситуациями.
Олени почувствовали запах людей. Это был знакомый, невраждебный аромат. Велес, вожак, не препятствовал, когда Андрей приблизился к Грому. Малыш трясся, но сопротивляться не стал. Ветеринар быстро обработал рану, наложил повязку, сделал укол и убедился, что все в порядке. Велес внимательно следил за каждым его движением, будучи готовым вмешаться в любой момент, если что-то пойдет не так. Когда машины уехали, все стадо еще долго оставалось на месте, ощущая безопасность после опасности. Только когда солнце начало клониться к горизонту, а небо окрасилось в багрово-красный цвет, Велес повел свою семью дальше, чтобы продолжить путь. Гром, прихрамывая, но гордо поднятой головой, шел рядом с матерью. В тот день северная природа показала всем, что даже самый маленький представитель великого рода способен проявить невероятную стойкость и смелость. А мудрый вожак в любой ситуации ведет семью, сохраняя силу, единство и надежду. Дорогие зрители, что вы думаете об этой захватывающей истории? Расскажите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. А если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые увлекательные истории. До свидания!